Друзья, всем филиппинский привет! Всем привет! Вы на канале о путешествиях Big Trip Vlog. Мы находимся на острове Палаван, и сегодня нас ждут приключения по подземной реке в пещере. А также мы прокатимся на зиплайне. Друзья, мы сейчас находимся на острове Палаван в городе Пуэрто-Принцеса. Вчера из Манила мы доехали сюда, точнее долетели на самолете за 1,5 часа. Кстати, такая, знаете, информация, мы обычно приезжаем в аэропорт, там, знаете, за последнюю минуту до регистрации, там, быстренько. В этот раз мы решили подойти ответственно к этому вопросу, делали все не спеша, и в итоге мы приехали за 3,5 часа. Короче, не делайте так, вот серьезно, не делайте, потому что получается, что, аэропорт местный, он так себе, даже в Маниле. Уж представьте, какой здесь в Пуэрто-Принцессе там будет, и в других городах маленьких. Поэтому там не очень комфортно, сидишь там на узких креслах, какого-то отдельного кафе там нету, есть такие небольшие стуки, где можно взять кофе и так далее. Ну, то есть там кафе по формату «бери и уходи». Поэтому за 1,5 часа долетели. В целом на самолете было комфортно. Стоимость перелета на двоих с багажом. У нас было 2 багажа по 20 килограмм. Обошлось $84. Что не сказать, что супер дешево, но и не супер дорого, учитывая, что у нас все-таки был багаж, а здесь за багаж нужно отдельно доплачивать. В целом сейчас, как и во всех авиакомпаниях, если раньше в России как-то было, что за багаж не нужно доплачивать, теперь такая же система. Так, ну а теперь давайте об отеле, в котором мы остановились. Называется он Bamboo Suites. Это апарт-отель. Возможно, у меня были немножко другие ожидания. Думала, что в комнате будет, знаете, какая-то небольшая стойка с кухней и так далее. Но это моя вина, что я сама до конца не изучила. Так выглядит сам апарт-отель. Видно, что он не так давно построен. Вокруг небольшая растительность. Находится в тихом районе, поодаль от главной дороги. Ну, для того, чтобы у вас было понимание, мы прилетели вчера вечером и не стали записывать уже видео самого перелета. Нам кажется, это уже, знаете, это уже как-то скучно. Может быть, конечно, вам нравится и смотреть видео с перелетов. Если да, обязательно пишите в комментариях, тогда мы будем снимать и во время перелетов, и во время переездов на автобусе. Так, пройдем в сам отель. Так выглядит ресепшн. Нас очень быстро зарегистрировали. Очень вежливый персонал, готовый всегда помочь. Это Bamboo Suites. Здесь можно отдохнуть, подождать, пока будет регистрировать. Но регистрация настолько быстро, что даже не пришлось этого делать. Здесь очень красивые кресла подобного формата. Здесь есть небольшая кухонная зона. Как мне объяснил персонал, здесь в будущем будет кафе, но сейчас оно не работает, может быть, в будущем. Так, это первый этаж. Наша комната располагается на 2-м этаже. Давайте пройдем и посмотрим ее. Как видите, здесь уже полностью рождественская атмосфера. Говорят, что филиппинцы готовятся к Рождеству за несколько месяцев, а сейчас прям такое ожидание, потому что Рождество будет через пару недель. Давайте пройдем в наш номер. Правда, как я говорила, мы приехали вчера, поэтому у нас немножко в таком уже состоянии использованном. Вот здесь справа большие панорамные окна, сверху открываются форточки. Здесь мы видим навес. Вот там это я снимала вам сейчас видео. Вокруг очень много зелени, как я и говорила, очень тихий район. Здесь есть у нас двуспальная кровать, очень хороший матрас, очень качественный. Мы в этом году стали разбираться в матрасах, потому что выбирали себе квартиру. Поэтому точно можно сказать, что спать здесь очень комфортно. Картины в виде бамбука. Не зря называется отель Bamboo. Есть кондиционер, телевизор, небольшой столик, где можно расположить вещи. Мы расположили, естественно, нашу всю технику. Здесь наши чемоданы, стульчик. Здесь достаточное количество розеток. Кстати, здесь не нужны переходники, спокойно вставляются наши розетки. Так, здесь есть еще одно окно. Не сказать, что там какой-то красивый вид, но вот на какие-то здания старые, тоже там в зелени все. Здесь вот вывеска нашего отеля. Собственно, стандартный отель, ничего такого, потому что в Пуэрто-Принцессе, мне кажется, все такие отели. Здесь ванная комната, надо сказать, что она чистая, сделан как будто бы не так давно ремонт. Небольшое зеркало, раковина,
унитаз, полочка с полотенцами. Горячая вода есть, Wi-Fi есть, но работает не всегда стабильно. Теперь мы отправляемся на наш завтрак, который находится наверху, на такой террасе красивой, открытой. Поэтому, если погода нам не помешает, мы еще и полюбуемся красивыми видами. Можно выбрать себе напиток, это либо растворимый кофе, либо шоколад. Как мы видим, сама веранда немного влажная в воде, потому что с утра был дождь. Утренний дождь достаточно часто идет, пока на Филиппинах. Но все равно такая красивая терраса. Здесь вид открывается, правда, может быть, не столь впечатляющий, но на местный колорит. Где-то петухи кукарекают, где-то птички, кто-то ездит на трициклах. Трициклы — это такие местные тук-туки, используемые здесь в качестве такси и средств передвижения. Завтрак предварительно с вечера заказываете. Мы на листочке потыкали просто наугад, поэтому что принесли, то принесли. У нас сегодня омлет, получается, тосты с джемом, есть яйцо, сосиски, ну и всегда подают рис. Собственно говоря, вот такой у нас завтрак, и после чего мы уже отправляемся на экскурсию. Добрались мы примерно за 1,5 часа из порта Принцессы до райончика, который называется Сабанг. Сейчас вышли, нас окружили продавцы, продают различные кепки, продают еще водные боксы для телефонов, для вещей. Сейчас уже от той влажной погоды уже нет и следа, уже выглянуло солнышко. Дождик был утром, а сейчас уже очень солнечно, как нам объяснил наш гид, что у них с июня по декабрь такой некий дождливый сезон, но дожди не частые, поэтому обычно выходит солнышко. Паспорта необходимы для того, чтобы оформить разрешение. Если вы хотите отправиться сюда без тура, то это разрешение необходимо оформлять в Пуэрто-Принцессе. В общем, лучше отправляться сюда с туром. Цена данного тура около 2000 песо с человека, правильно? Да, все верно. Вот, поэтому 2000 песо платим и отправляемся. Кстати, компания, с которой мы отправляемся, называется как? Corazon Travel. Corazon, то есть в переводе как сердце. Оставим на нее ссылочку в описании, но если нам, конечно, все понравится. А я думаю, нам все понравится, потому что в этом туре, во-первых, мы уже вдвоем, а во-вторых, то место, куда мы направляемся, является одним из чудес света, поэтому, думаю, мы впечатлимся. Примерно полчаса мы подождали на станции, пока одобрят наш пермит, сделают нам разрешение. И сейчас мы уже с нашим гидом втроем отправляемся вот на таком катамаране, такая лодка, в тур по реке, в пещеру. Вы все увидите сами. Немного водным способом забираемся вверх на нашу лодку. Я сейчас уточняю, как называется эта лодка, потому что я скажу, что они называются банки. Но тут необходимо уточнить, что банка — это когда просто, как сказать, гребут, да, а это моторная, получается, банка. Да. С мотором. Ехать нам 30 минут примерно. Сейчас мы уже высадились на территории национального парка. Нам сказали не снимать жилеты. Сейчас мы пройдем 5 минут на другую сторону, видимо, этого острова. Да.
где располагается подземная река. Это главная достопримечательность Пуэрто-Принцессы, и многие туристы приезжают, чтобы посмотреть именно ее. Да, продолжительность всей реки 8 километров, но для туристов доступно лишь 1,5. Но, надеемся, нам и этого будет достаточно. Сейчас мы уже снарядились касками для безопасности. Идем по тропинке, по лесочку. Вокруг прыгают обезьянки. Нужно быть аккуратными. Они, естественно, здесь могут что-то у вас своровать. Поэтому держите ухо востро. Здесь нам также вручили аудиогиды. Есть на русском, есть на английском языке. Поэтому помимо гида у нас еще и будет и аудиогид. Помимо настоящего живого гида еще и аудиогид. Вот здесь такие импровизированные каноэ находятся, в которых сажают туристов. И по очереди все группы отправляются в пещеру, которая находится уже совсем рядом. Сейчас уже включился наш аудиогид. И на русском языке нам рассказывают, что мы сейчас поплывем по самой длинной судоходной реке в мире. Мы увидим сейчас потрясающее скальное образование на протяжении 1,5 километров и диких животных. Наша прогулка на лодочке продолжалась порядка 45 минут. Это напоминало кинотеатр, потому что ты слушаешь аудиогид. Да, очень интересно рассказывает тебе информацию. Мы видели много различных скальных сталагмитов, очень много различных скальных культур. И еще хочется сказать, что когда вы туда едете, то берите с собой воображение, потому что будут показывать, что вот это вот, например, фрукт. И вы должны представить, что вот эта скала — это действительно фрукт. Да, чего там только нет. Там и фрукты, и Шерон Стоун, и различные картины, и форты. То есть, там даже есть собор Святого Павла. То есть залов очень много, это стоит посмотреть, потому что, мне кажется, мы на подобной достопримечательности никогда не были. И во время поездки вот гид, который, он же и наш водитель, скажем так, да, который управляет этой лодкой, он подсвечивает фонарем. У него также в это время в ухе аудиогид, и вся наша группа одновременно слышит информацию, и он ее подсвечивает фонарем и показывает, где именно находятся те или иные достопримечательности. Возможно, на видео это будет не так интересно, потому что все-таки там очень темно. Очень темно, поэтому я снимал с большой камерой, чтобы мы хотя бы что-то запечатлели, чтобы у вас было какое-то представление, увидели, что вас ожидает от этой достопримечательности. Да, но очень впечатляющее место. Периодически сверху капает вода. Очень многие приезжают в Пуэрто-Принцессу, чтобы сразу же уехать в Эль-Нидо. Но мы рекомендуем вам остаться здесь хотя бы на один день и посмотреть это чудо света. Кстати, эта река также называется Пуэрто-Принцесса, по которой мы только что плавали. Сейчас мы уже вернулись обратно. Вот наш гид, кстати, с которым мы вас еще не успели познакомить. Его зовут Эко, который для нас проводил всю эту экскурсию. Он нас ждал после пещеры, и сейчас, может быть, пару слов он скажет. Maybe you say something for our subscriber? Hi, my name is Echo. I'm their guide here in Palawan and Port-au-Princesa. So just subscribe to their channel. It's good, and they going to everywhere, and you know, it's a very nice place. Для тех, кто не понял, ребята, переведу, что гид Эко всех сюда приглашает, говорит, что это очень хорошее место, и поэтому обязательно сюда приезжайте. Все контакты, как обычно, в описании под видеороликом. В описании смотрите контакты на компанию. Но на этом наш тур еще не заканчивается, потому что впереди нас ждет еще небольшой ланч.
Приплыли мы обратно на лодочке. Примерно минут 15, наверное. Сейчас проходим вдоль шумных магазинчиков. Идем до ресторанчика, в котором у нас будет ланч небольшой. Здесь буфет, можно самим набирать еды, сколько вы захотите, стоимость 350 человека, но у нас в тур уже входит эта стоимость. Много фруктов, много салатов, много горячих блюд. Я думаю, что Кирилл вам сейчас все покажет. Поскольку у нас сегодня был достаточно плотный завтрак, мы еще не успели сильно проголодаться, взяли себе немножко фруктов. Вот здесь шпажка из морепродукта. Что здесь? Мидии. Из мидий шпажка. Давайте прям сразу попробуем. Ну, неплохо. Неплохо в каком-то соусе. Только она такая не очень уже горячая. Потом взяли себе чуть-чуть курочки. Спрингроллы здесь у нас есть. Спрингроллы, салатик, немножко макарошек. Водичка. Это Iced Tea. Очень популярно на Филиппинах, вот до этого в Маниле, и сейчас здесь на Палаване очень часто предлагают именно Iced Tea. Вот. За дополнительную плату еще взяли стаканчик свежевыжатого сока, который делают рядом. 100 песо. Можно выбрать либо из манго, либо из других экзотических фруктов. Мы взяли из гуанабана. А еще Томочка взяла супчик куриный. Как тебе суп? Мне кажется, не куриный. Я не знаю, какой это суп, но он вкусный, он с лимонграссом. А я немножко приболела, поэтому мне сейчас прям самый топ. Давайте я тоже попробую этот супчик. Ну, такой, знаете ли, кисленький. Там отчетливо видно, что там либо лимонграсса много, либо лайма. Это уже я добавила. В общем, очень кисленький. В итоге самая вкусная еда здесь это фрукты. Ананас и бананы маленькие, очень вкусные. Ну, а также давайте попробуем все-таки наконец-то этот напиток из гуанабаны. Ну, ничего, вкусненько. По вкусу, я даже не знаю, можно сравнить, если только, может быть, с киви или что-то такое, да? Ну, сладкий сироп возможен, но напиток в любом случае получается густым, вкусным. Да, гуанабана, что-то типа, может быть, киви или личи по вкусу, вот такого плана. Еще я вам говорил, что здесь очень много магазинчиков, а также частных продавцов. И вот Том. Hello. Hi, Tom. Hello. Nice. Come here, Palawan. Yeah. And we buy some Souvenir. souvenir. Yeah. Crocodile teeth. Вот так вот. Ну а мы взяли вот такой маленький браслетик из вулканической какой-то примеси. Ну, вот. Shark bone. Shark Boom. Yeah. Сторговались на 200 песо. Okay, thank you very much. For bracelet. Gracia. После еды наши приключения не заканчиваются. Сейчас у нас будет еще такое дополнительное небольшое развлечение в виде зиплайна. Правильно? Да, это находится совсем рядом с национальным парком, поэтому можно не только прокатиться по подземной реке, но еще и прокатиться на зиплайне. Да, прокатиться еще по небу. Сейчас я вам покажу небольшую карту, на которой, в принципе, описан данный маршрут. Вот здесь мы начинаем. Сначала небольшая переправа на плоте. Потом здесь мы любуемся пляжем, поднимаемся наверх. Отсюда мы съезжаем 800 метров на зиплайне. И вот здесь вот на таком островке мы завершаем нашу прогулку. Минут 10, наверное, мы потряслись в нашем мини-басе. Сейчас мы приехали к зиплайну в составе небольшой группы. Так, сейчас мы уже перебрались на небольшой плот, на котором мы проедем вот эту речушку, буквально 20-30 метров. И уже там высадимся и поедем на зиплайне. Ну, я вам показывал маршрут, надо сначала немножко подняться, а потом уже будем спускаться.
Искупаться бы, конечно, сейчас. Но здесь территория охраняется, поэтому это невозможно. Но чуть дальше купались, дальше, вот там, где там, находится где резорт. Да. Песочек. Здесь вообще Мягкий. такая зона и красивая вода цветом, и волны, как мы любим. Ну и чтобы откуда-нибудь красиво спуститься, вначале нужно подняться наверх. Сейчас мы идем по такой достаточно крутой лестнице. Вокруг бегают очень много, ну что-то типа ящериц, местные называют их бубули. Наконец-то мы дошли. Минут 15, наверное, поднимались в горочку. И вот мы у зиплайна. Мы сейчас будем спускаться на зиплайне, прямо у моря с видом таким красивым. Мне не терпится, потому что вообще в целом неожиданное было приключение. Несмотря на то, что я болею, я в любом случае прокачусь и получу удовольствие от этого. Ну все, мы теперь в полном обмундировании. И каски, и защитные вот эти вот ремни различные. Нам сказали, что даже сумки, которые у нас с собой, там рюкзаки, сумки, можно все с собой брать. Но здесь действительно не очень опасно это все выглядит. Просто 800 метров над водой, не очень страшно, с не очень большой скоростью. Выглядит потрясающе. Да, выглядит красиво, почему бы нет, конечно. Да, идеально совместить такой небольшой трекинг и потом прогулка такая на зиплайне с высоты. Правда, мы не ожидали, что нас ожидает такой трекинг небольшой. Да, мы думали только сегодня в пещере окажемся, но как дополнительный бонус еще и зиплайн. Я, кстати, думала еще утром, что же мне надеть. Мне казалось, что подземная река, там должно быть прохладно, да, там пещера вот эти. И хотела надеть, знаешь, леггинсы и вот эту свою длинную футболку супер теплую. Как хорошо, что я этого не сделала, а надела шорты, потому что очень жарко. Ну что, теперь моя очередь. Цепляем меня. Шлепки мои. Так, сумку сейчас немножко поудобнее сделаю. Все, держимся за канат и полетели. Let's go! Торможение было, конечно, немножко резкое, потому что я еще спиной, получается, ехал и не видел, что будет так резко. Вот. Томочка. Я тоже спиной ехала и тоже Ну, затормозила. у тебя было полегче с учетом твоего веса, ты быстро затормозила, а я не ожидал немножко. Хорошо, что камера осталась в руках. Ну да, давайте посмотрим, как это все выглядит со стороны. Ну да, не то, что я, конечно. Просто пролетел еще десятки метров вперед. Когда вы подъезжаете еще с зиплайна вниз, вас фотографируют. Потом вы можете приобрести эти фотографии. 180 песо стоит несколько фотографий. Ну, с человека, соответственно, да, там 3-4 где-то фотографии 180 песо. Сейчас мы направляемся обратно. Переходим по небольшой косе до той точки, откуда где мы высадились. Друзья, на зиплайне наши приключения не заканчиваются. Сейчас мы отправляемся вот на таких небольших лодочках посмотреть так называемый мангровый лес. Порядка 35-40 минут будет длиться эта прогулка, но тоже посмотрим на здешний мангровый лес. Говорят, что здесь водятся различные птицы, даже голубые какие-то попугайчики, змеи, вараны. Но пока я могу сказать только одно. Здесь очень живописно, красиво, очень похоже на те мангровые леса, которые мы посещали в Малайзии. Помнишь? Приплыли мы уже обратно в эту деревню. Достаточно насыщенным вышел у нас выпуск. Помимо подземной реки с пещерой, мы также скатились с зиплайна. Еще побывали в мангровом лесу.
интересной кофейни, которая называется 89, что в переводе с английского 89. Я уже заказала себе кофе, называется Орео Латте. Кстати, кофе тут весьма недорогой, от 130 песо. Мы заказали самую модную пасту рактивер с трюфелем. Интересно ее попробовать. Сверху идет еще жареное яичко. Очень нежное, вкусное. Я правильно понимаю, что здесь еще грибы? Да, грибы, курочка, сливочный соус, сыр. На вкус мне очень нравится. Ну, здесь я, правда, не шибко чувствую прям трюфеля, то есть много трюфеля. Но я просто небольшой любитель как бы его. Вот, но здесь, Ну, там мне такой кажется, небольшой меру. оттенок. Порция, надо сказать, не маленькая. То есть здесь такое тарелки углубления. Да нам вполне бы на двоих хватило этого. Да, но этим делом не ограничится сегодня. Да, мы заказали второе блюдо, мы не думали, что здесь такие огромные порции, поэтому нам принесли ребрышки, картошку сладкую, грибочки и другие овощи на гриле. Помимо этого мы взяли еще кофе. Посмотрите, как он выглядит очень красиво, такой арт-кофе. Как говорит наш друг Али, привет тебе, Али, такой ужин без десерта. Взяли себе знаменитый рисовый пирог с мороженым. Помимо того, что здесь рис, здесь еще чувствуется четко кокос. Очень вкусный, горячий и отличное сочетание с мороженым. Друзья, надеюсь, вам понравился не только сегодняшний наш ужин, а также понравилось сегодняшнее наше путешествие. Мы побывали во многих интересных, красивых местах. Дальше отправляемся уже в другое место, но Филиппины нас не отпускают. Поэтому подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и следите за нашими приключениями. Всем до встречи. Всем пока, друзья.